I'm Patrick Lancaster, and right now I am in the Petrovka district of Donetsk. Now, Donetsk is the capital of the anti-Ukraine government, Donetsk People's Republic, one of the two republics that tried to break away from Ukraine in 2014, which this 8-year war followed. Not a 2-month war or 2.5-month war like the West is portraying this war. This is an 8-year war. We can see this crater here behind me with these pieces of shrapnel that I've picked up in that crater. That is just outside of this school here in Petrovka. And we're going to have a closer look to see what damage happened here. Now, this is one of the 2 locations that just early this morning was hit here in this area. This school, and it's not the first time this school's been hit, it's at least the 2nd time in the last month that this school's been hit. And we can hear the rumble of shelling now. Not too close, but that is artillery. And we're gonna have a closer look inside and see what we can find out. As far as we're understanding, there was no one injured here. There was just a couple people here this morning, and everyone's evacuated since then. Now, for the last week, again, there's been shells early in the morning, shells in the afternoon, and this was part of the results of the morning shelling this morning, and it's already 12:30. So the after lunch special is starting. We can hear the shells landing. So we're gonna, I don't know if you can pick up, there's a little bit of a whistle. Okay, well, we're gonna move a little closer to the building, and well, there we go, and then go over to another location. But let's have a closer look at this school and see what the situation is like. Вы не сотрудница случайно здесь? Да. Скажите, тут корреспондент наш Патрик Ланкастер, может, слышали про него? Который... Можно пару слов, пожалуйста? Пожалуйста. Можно представиться себя? Я здесь работаю, сотрудник сторож, ну, вечерний сторож в этом нашем гимназии. Ага, это гимназия. Это гимназия, да. Ага. И именно школа, это все гимназия? Да, это все гимназия. Ага, понял. И что произошло сегодня? Сегодня что произошло? Опять попадание, наверное, со стороны Марьинки, потому что на школу сразу это все полетело. Ага. И Марьинка это украинский, да? Конечно, Марьинка это украинский. Ага. Это ж не первое попадание, это уже у нас с той стороны было, и с этой и с той было, там у нас окон вообще нигде нету, а теперь уже с этой вообще школа разбитая вся. Ага. Может быть, это не украинский стреляет? Ну как это не украинский? Мы же знаем, откуда выстрелы идут. Ага. Мы уже понимаем, мы живем 8 лет в этом. Мы варимся в этом, мы уже... Это с той стороны, это никак не может быть. Как это может быть? Здесь все свои на себе стрелять. Здесь матеря, жены, дети. Это невозможно такого. Ага. Это часто стреляет здесь? Нет, я не могу понять вопрос. Каждый день стреляет здесь? Конечно, каждый день, на день по несколько этих попаданий бывает. Все это не очень хорошо нам здесь в такой обстановке жить. Ага, понял. И что нужно сделать за война закончится? Что нужно? Это перемирие со всех сторон, чтобы умное решение приняли. Ага. С обеих сторон. Ага. И если вы могу сказать, Путин или Зеленский, что сказать они? Я ничего не могу сказать. Я могу сказать то, что нам нужен мир. А пусть решает правительство. Мы в этих вопросах. Ага. И это гимназия. Какой номер или школа номер или как это? Опять не пойму. Это гимназия? Да, гимназия. Какой номер это? Номер 107. 107, да? Ага, понял. Хорошо. Можно внутри или... Можно, конечно. Да? Ага. Давай. Если там кто-нибудь есть, но там никого уже нет. Но сейчас я... Now we're going to have a look inside to see what the damage was.
подняться, посмотреть. как. Да, можно, если... Ага. И почему дети не build this? А дети сейчас не учатся, но мы на онлайн-режиме, то есть на компьютерное домашнее обучение, и все дети никак не учатся. Ага, и почему? Обстрелы каждый день. Дети не- за война, да? Да, конечно. See, they don't have the kids coming to school because of the war. Think, if 9 o'clock this morning, if these tables would have been filled here and the shrapnel came through these windows, how bad it would be. But luckily, the Donetsk People's Republic government have closed these schools here, and we could see that it was a good thing. It saved lives today. And not only today, every day. Every day that a school gets hit by Ukrainian shelling here in Donetsk and the Donetsk People's Republic. And here's one of the holes that was caused by the shrapnel ripping through this window, through where the children would have been learning. And here we can see across here where the shell hit less than a month ago and destroyed the roof. They've somewhat been able to repair it with tarps and wood and things. Это был месяц назад, да? Да, это было еще в марте месяце. Ага, чуть-чуть больше месяц. Да. Ага. Вон еще один кабинет. Ну это уже которые понакрывали все клеенкой. Это сейчас за ключами сидит, это сегодняшний день, это ключи не набрали. А это вот уже месяц вот это назад, вот это все было закрыто. И вот оно вот. Это сегодня? Нет, это не сегодня. Ага, когда это был? Это в марте месяце. Когда Это да. был именно этот день. Именно в этот день попало 3 снаряда сюда, прям в крышу, возле, вон оно возле, ну, уже зарыли, все сделали. Именно вот здесь оно попало. Все это с той стороны, все это. Ага. И это был 3 снаряда этот день, на сегодня 2. Да, на сегодня Да. И можно до марта был первый раз? Март был первый раз. Первый раз 8 лет, да? Ага. А до этого еще было 15-й год, 16-й год. Это первый раз этот год? Да. А общий, сколько раз это? А общий еще в крышу попадало в 2014 году, потом опять же в 2014 рядом попадало тоже. Это было в 2014 году. Ага, 14 2 раз. Да. И 15? И в 2014 второй, в 2015 мы уже учились. Уже дети начали ходить, уже меньше было прилетов, уже меньше всего было. 15 не был стрелять? Не, 15 16, 17 был? Нет, не было. Ага. В принципе, общий, может, как 5 раз эта школа потом стрел, да? Не поняла. 5 раз, 14 3 раз. Да. Это год 2 раз, 5 раз. Вот это вот. 5 times this schools come under shelling. And каждый раз это украинский или Ну, можно... конечно, это с той стороны мы слышим, за 8 лет мы научились различать, откуда... Украин сказал, они не стреляют на гражданский. США сказал, это Россия стреляет на гражданский. Нет? Нет. Дело в том, что я не принимаю ничью сторону. Я принимаю мир. Ага. Я человек от Бога. Мне нравится мир. Вот оно. Вот это первый раз был, когда вот эта вся крыша. Ага. Крыша и это, Крышу да? и все это, да. Ага. И все окно был. Да. Вот эти окна, вот это все, вон оно все, вот эти окна, вон внизу окна. Ага. Это был март. Да. Ага, понял. И был ранено... Раненых никого не было. Ага, это отлично. Просто чудным образом женщина здесь дежурная была, находилась,
А я уже пришла чуть позже, уже было попадание. Ага. Раненых Окей. никого, слава богу, что никого не повредило, никому ничего, что вот эта школа вот так. Ага. Well, so, спасибо большое. И вам спасибо. И мы слышим только вот, это стреляет, да? Да. Ага, это все время как это? Все время. Это еще тихо, а то очень не тихо. Ага, Мы понял. живем в такой обстановке уже 9-й год. Понял. И это район тоже стреляет, или только школа? Нет, везде вокруг да около эти попадания. Все, вон следующая школа тоже разбита, и в садике тоже разбиты. Все. Мы слышали, сегодня тоже был 189 Петровка адреса, Это жилой дом. да? Да. Мы слышали, это тоже обстрел сегодня. Вчера был 114 на той стороне школа. И садик Антошка. тоже. Садик был вчера, да? Да, это... Every day, schools or kindergartens. Вчера был 2 погиб, я слышал, да? Да, это 114 школа был и садик был. Это на той стороне. School был... Yesterday was the 114 school hit and the kindergarten and 2 people killed. Очень Это очень благо, тяжело. что... Да, мы же... Это благо, что у нас детей сейчас на онлайн-режиме, и детей в садик не водят, только дежурные. Тяжело мамочкам. Дети, люди поснимали квартиры там в центре города, чтобы немножечко хотя бы дети гуляли, успокоены были. Очень тяжело. Понял. Well, спасибо большое за помочь мне, покажи мир, правда. Все, счастливо. И вам спасибо. Вы можете на ту сторону выйти опять. Can you get that? So let's have a little walk around the area here and see if there's anyone else we can talk to get a little bit more insight on exactly what the situation is here on the ground. Well, это школа, да? Школа. Я слышу, сегодня не первый раз это стреляет. Было и вот там прилет один. Ага, Вот недавно, ну может месяц назад. ага. И на крыше там, да? И там на крыше. So это 3 раз, сегодня один раз, это третий Ну, раз? Да. Ага. И когда это был? Месяц? Да может месяц назад, да. И крыша тоже? Да. Ну крыша и вот там пришла в один день. Один день. И Один день. сегодня, да? И сегодня, да. И можно сказать, военный объект здесь? Или... Нет, здесь же никого. Вот Ага. одни дома. Ага. И как вы думал, кто стреляет это? Откуда это стреляет? Даже не знаю, тут непонятно, да, направление. Откуда прилетает? С Красногоровки, с Марьинки, оттуда, с тех сторон. И там товар украинский, да? Да. Ага. И потому что на западный Украина сказал, и США, Европа сказал, они не стреляют на мирные люди. И как вы могу сказать за это? Стреляют, ну а кто же нас стреляет? Они сказали, это Россия стреляет мирные люди. Нет, Нет? нет. И Вот мы- же недалеко передовая, проедьте, вы посмотрите, послушайте, откуда стреляют. Тут же Ага. вот передовая рядом. Ага. И был, как вы думали, почему украинский стреляет на школу 2 раза и мирные люди? Ну так и уже 8 лет стреляет, уже ее били, ремонтировали. Она ж вот вся, только ее поделали, в каком, 15-м или в 14-м году, ж так же поразбили ее. Это район часто стреляет, или как? Часто здесь идут обстрелы? Ну сейчас вот 2-й месяц подряд, Ага. день в день. Ага, понял. Вон же и рынок рядом, тут же все рядом, Ага. можете проехать. И как вы думал, как могут это все, как тормоза это все, что надо? Не знаю, я не знаю, что на это сказать вам. Ага. И какой школа это? 111-я. 111, да? Ага, хорошо. И какой район это? Район? Да. Петровский. Ага, Донец, да? Да, город Донецк, Петровский район, да. Uh-huh. Well, we see what the situation is here on the ground. This is the first location we're at today that was hit today. But, you know, as he says, you know, every day this area has been getting hit. Just yesterday, 2 people were killed in this region of Donetsk.
So now we're going to move on to the next location and see how the situation develops. And we're playing everything is safe today because for the last week, Petrovka has been getting hit first thing in the morning and after lunch. Well, this is what happened this morning in another location we're going to. It's about 12:30 now. It's after lunch, so we're gonna see how this plays out. And we come just across the way here, just about 2 squares, apartment squares away from that school. And we see this is home number 189 Petrovka. And if we come over this way, we see a little bit of shrapnel on the street here, knocked down branches, and we see this impact here from the attack this morning in the center of this residential area. And what we're realizing now is we look over here to in this direction, and we see the kindergarten, which was hit yesterday by yesterday's attack, or one of yesterday's attacks. Здравствуйте. Здравствуйте, вы кому молодые люди? Мы, наверное, забыли. Наш садик снимать? Да. Разбитый садик? Да. Можете сказать, что произошло здесь? Произошло, выбили 4 группы, он сейчас позову сторожа, он был как раз. Саша, выйди! Сегодня попала в Журавушку, 107-ю школу. Мы только был там, да. Хорошо, весело там. Ага. Вот у нас 4 группы побитые, стекло. На первую шахту прилетело сегодня, должен Челюскинцев. Саша, выйди, нас спрашивают, где нас пролетело. Корреспонденты. Да. Попадание на 4 группы было, да, Саш? Или сколько? 4? Хотите посмотреть? Пойдемте посмотрим. Ага. Ага. Да? Позавчера, Это позавчера, да? да, в субботу. Мгм. И вчера тоже был? Или... А вчера вот туда было. Ага, и сегодня там было. Да, So, да. day Это before yesterday, 3 дня подряд. it hit here and went through this kindergarten. Yesterday, he tells us, one hit this apartment building here. And today we've already seen one hitting here in between the buildings and the 2 buildings down. This just shows a clear intent of hitting civilian areas. И Можно вот сказать, с апреля месяца, если он видел, крышу в этот дом, он там on April they hit выбита. there. Ну, тут просто, что видно, что выбито, там половина стенки выбита сверху. Можно сказать, откуда это? Какой страна это? Красногоровка, Новомихайловка. Ага. Это И- украинская страна. Ну, Украинская. подконтрольная Украине, конечно. Украина. Да. Как вы знаете, это Украина стреляет? Почему знаем? Потому что, чтобы если наши, ну как стреляли, им нужно было выехать за их позиции. Тут 6 километров. Ага, понял. И как вы думаете, почему украинские стреляют на садик, на школу, на На удачу, дом? они стреляют на удачу в направлении вот, На мирных людей. да, в направлении вот где-то наши стрельнули, наши где-то вот отсюда, ДНР с стреляли, ДНРовские а стрельнули, те они начали. просто наугад в то направление стреляют. Ага. Разлета где-то, вот если ответку брать, разлет где-то в 6-8 километров, так вот, от той точки, где О, стреляли. слышите, вот. То есть, если там стрельнули, у нас где-то вот, вообще там в посадке вот за Алчевкой, они вот сюда стреляют. Это у них считается ответка. Хотя туда до Алчевки еще 5 километров. Вот. Но Это- они понимают, это тут. А они не успевают понимать, они выскакивают, я так ну как я понимаю, выскакивают, стрельнули, 3 выстрела, 3 выстрела Ага. у них происходит. И они уходят сразу, потому что знают, что через 3 выстрела их накроют. Ага. Вот, они стрельнули 3 выстрела, спрятались. И, ну, насколько это вот я просто вижу, насколько это все происходит. Ага. Они у нас спрятались. Ну и весело. как быстренько отстреляться это один момент, а второй момент.
то, что надо постоянно кошмарить, ну, здешних людей. Ага. Постоянно кошмарить, чтобы они были, оттягивать их от их внимания, их, ну, силы, чтобы было больше паники создать здесь. Но мы уже Ага. за 8 лет уже столько уже прохавали. Мы настолько уже вот так вот Да. нажили, прожили столько, За что 8 лет как бы к этому привыкли. то, что по садикам стреляют и по школам стреляют. Да, в Вот основном зашел, вот скажите. самое интересное то, что действительно реально там, где действительно стоят части, военные части, или откуда ведется огонь, или где действительно стоит артиллерия, ни одного прилета нету, ни одного. Ага. А постоянно идут прилеты то в школу, то в жилой дом, то в детский садик. Вот как, я не знаю, как, Они специально сделают или как Они вы думаете? специально делают это. ну, я не знаю, почему они это делают. Я вижу, вы есть это на руки. Я считаю, то есть как? Я считаю, это потому, что вот именно лично мое мнение, каждый судит по себе. Если они сами прячутся в детских садиках, в школах, в больницах они прячутся, А. они думают, что здесь поступают точно так же. Ага, ага. И поэтому они, Потому что они так. начинают крыть те же самые объекты. Просто потому что они Да, сделали плохо. да. It says because he thinks that Ukraine commits war crimes by hiding in schools and hiding in kindergartens. Maybe they think that all the kindergartens here are filled with soldiers because they commit war crimes over there. Unbelievable. Это как старая русская поговорка, каждый судит по себе просто. Вот он знает, они так делают, значит и те так же. Ну, как бы вроде бы тоже ж украинцы, ну, Хитрые. одни и тот же народ. Ну, думаю, что мы точно так же. А наши не поступают так. Вот и Наши всё. отходят. See, he от says наших. they don't do that. I mean, you see all the kindergartens that are hit. You see soldiers in them. Что вы думал? Что нужно произошло за 3 месяца эта война? Что, не понял, что... Что произошло, война, да? Так Что нужно сделать за... Чтобы война закончилась. закончилась. Да, вот. Ничего, уже ничего не оставалось уходить за пределы Донецкой области, по крайней мере. Граница Донецкой области оставлять, как написано в Конституции ДНР, и все, оставлять в покое людей. Потому что уже все довели. Но дальше будет больше, просто уже этого не остановится. Дело в том, что если вы слышали о украинских националистах, донецкие их не просто не любят, донецкие их ненавидят. В любом, это было еще до этих всех происшествий, далеко-далеко, любые поползновения вот этих всех маршей Бандеры, маршей националистов у нас пресекались сразу, причем пресекались именно людьми, жителями, простыми гражданами. Вот нас ненавидят это все. Мы с той Украины, которая сейчас предлагается, мы просто с ней не уживемся. Они не нас сможем. ненавидят. Просто. Это у нас другой менталитет совершенно. Я вот украинец, я этнический украинец. Я не понимаю это. Вот, А вы не русский, вы... я этнический украинец. Реально? Ага. Так что попался. Нет, конечно. Я житель Донецка, житель Вы Донбасса. не за они, да? Нет, конечно. Нет, мы не Ага. знаем. И тут 60% населения Донецка, то есть, ну не 60-50%, но это этнические украинцы, они не за них. Ага. Все равно украинский или русский Да, стоит это, против у нас это, без да? проблем, да. Хоть русский, хоть украинец. Ну, всё равно. Huh? This is what the world needs to understand about what's happening here. Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста. Но это выбор, это от нас полетело. Ну, на нас сейчас будет оттуда лететь, так что... Вот это не обращайте нам не это. не Где они? просто. Где это? Вы сказали это... Это наши, окей. ДНРовские, это Где наши. они на мирный район или где они стреляют от? Не совсем Они понял. стреляют туда. Не, где это? Куда Откуда они ведется попали, огонь, она падает, Вот этот и огонь сейчас исчезли. ведется. Нет, это далеко. Это вот там вот посадка, свободное место, где посадка, где вообще ничего нет. Там Они- нету ни они не ни населения, ничего нет. Это не от мирный, где люди Нет, живут? нет, Не-не-не, нет, нет. это они Вот, там где-то в вот он поле конец, стоят. вот практически, вот она посадка, все, там нет ничего дальше. Там Ага. дальше, Они может быть, стоят. дачные поселки, дачные, там никто не живет. Ага. Но там никого нету. Здесь постоянно ведется огонь. Вот на пятаке, вот где вот километр, где радиус километра, нету никаких жилых поселений. Мгм, мгм. И Вот. они А у на нас, как стреляют. говорится, ответка приходит в радиусе 8 километров. То есть им пофигу куда стрелять, им Не ругайся. отстрелялись и спрятались, и все. Ага. Насколько я понимаю, насколько мне так А то кажется. ничего, Ага, форточки нет. понял. А там Ну окно. хорошо. А за это вот
Это к нам прилетело позавчера, вот в этот дом попало. Ну, то есть это вот в течение месяца этот район постоянно изо дня в день сюда прилетали. На микрорайон Тихий постоянно прилетает вот каждый день что-то прилетит. Даже сегодня А попала здесь- в школу, что Здесь 14 просто прилетело вот тоже. нет, никогда не школы. было и нет ни одного военного объекта или ДНРовского. Вот И ополчения нет, точно никогда не было. Россия или ДНР, они не стреляют от мирных мест. Может, Так, это прилет, Сашка. это прилет, да? Это прилет, Сашка, по-моему, на нас. А ну слушай, вот Ну, это слушай. далеко. Да, далеко. Но, вот твои Через глаза. кухню, Виолет, туда иди. Виолетта. Можно идти Может, сюда вы поговорить видите с иногда корреспондентами? ДНР или А? Россия стреляет от Да, мирных через- мест? через- России Группу, здесь Виолет. нет. России нет, это однозначно. Даже это с той стороны они могут идти, а России тут нету. Вот, на это поселок, да? Нету Я России. пошла. Авиация прилетала, авиация была, а самих российской армии тут нет. Где тут? Здесь исключительно наше ополчение. Вот, you mean только Петровка? Да, ну, Петровка, вот именно здесь наши ополченцы работают. Ага. Россия с тех сторон, может быть, где-то как-то атакует. Туда. Да, вот, ну, где-то со стороны Херсона, со стороны с тех сторон. А здесь И исключительно они, наши. можем иногда ДНР танка или артиллерии стреляют от мирных? Здесь отсюда не было. Проезжать тут только вот по этой дороге они ездят, а отсюда не стреляют. Никогда, да? Честно сказать, я не видел. Я не видел. Я слышал довольно это, но я знаю, это точки эти всегда были подальше, или за Тереконом где-то, Ага. где нету уже снесенный поселок. Но чтобы вот между домов, ну, нет. Нереально, да? Это, ну, Это как украинский сказал. Украинский сказал, ДНР стреляет... тут, ну, нереально, ну где тут град поставить, чтобы Понял. отсюда не выселишь. Единственное, вот, например, туда дальше пройти, там поле, огромное поле. Ну, оттуда могут стрелять. Но это, опять же, в радиусе километра это нету ни одного здания. Там вообще уже все кинули. Понял. Well, хорошо, спасибо. Нет, в 2014 году сюда же, точно в это же место был прилет. И вот этой стенки это не было. Вот видите, вот белое. Туда был прилет, вот прямое попадание в 2014 году. И вот почти вот сейчас вот сюда второй прилет. Практически в одно и то же место. И это по всему району. То, что куда прилетал в 2014 году, сейчас обратно же прилетает. Я не знаю, как они там точки выбирают, но вот прилетает именно по тем местам, где они стреляли в 2014 году. So. And we've brought you everything we can here. We've talked to the workers. We've talked to the people that live in the area. We've shown you all the facts here on the ground. This isn't a report about what's happening in Kiev, what's happening in Odessa, and Mariupol, and Donetsk. This is about what's happening in the Petrovka region of Donetsk. We're showing you the facts here on the ground, what these people are living through, and we're going to keep doing that. We're going to show you reports here, what's happening with the civilians. We show you, as always, what's happening on the front line. We show you all of the facts that we can here in this developing situation. So we're going to continue to show you everything. Please like, subscribe, and share. And remember, I'm a totally independent crowdfunded journalist. You can support my work with the link on the screen or in the description.